Здравствуйте, ребята. Сегодня я снимаю ролик с дома, не со стройки. Решил вот показать, как сам сделать, и вам показать, как устранять скрипы деревянного пола, положенного поверх бетонного пола на лаги. Вот пол темно, что не видно. Вспышка. О, включил вспышку, получше видно стало. Вот пол дома заскрипел, но он уже давно скрипит, все никак руки не доходили. Вот звук какой противный. Да, видно, где-то плохо прикреплено было как-то лагом. И вот из-за этого она разболталась и скрип пошел. Что надо сразу сделать? Надо походить, уточнить точно, где самое больше вот скрипит. Вот у меня вот в этом месте. Вот где гвоздики, вот эти вот, смотрите, вот видно, у меня хорошо видно, что гвоздики, где это будет лага там лежать. Сейчас вот это место просверлим сразу сверлом по дереву, потом по бетону. И забьем сюда вот такие вот распорные болты, анкера распорные. Что нам для этого надо? Ну, шуруповерт, это как дрель буду использовать, можно его не использовать. И перфоратор. Вот сверло я наметил изолентой, это у меня длинное, чтобы сильно пол не просверлить глубоко. Вот сейчас буду заниматься этим. Два просверлить. Вот просверлили отверстие. Надо чуть-чуть углубить сразу, чтобы шляпка спряталась. Чтобы потом я заделаю это опилками и лаком залью. Сейчас рассверлим отверстие, это чуть больше. Как-то так. Вот, прячется. И зажимаем отверткой.
Сейчас еще насадку возьму. Ну вот, скрипа уже нету. Сейчас еще подожму. Главное не переусердствовать, чтобы она не проскочила там. Все, вот эту потом я опилками заделаю, лаком залью, и видно не будет. Вот таким способом устраняется скрип на деревянных полах, закрепленных на лаге, которые лежат на бетонном полу. Все, до новых встреч, друзья. До свидания.